Всем привет, меня зовут Сережа Фалдин. Это проект «Нерассказанные истории». Мы смотрим на последствия войны России с Украиной с двух сторон. С фронта, где реально происходят боевые действия, и говорим про украинцев, и показываем их истории. И показываем последствия войны для россиян. Сравниваем эти последствия войны для обеих сторон конфликта. В этом выпуске, собственно, мы хотим пойти немножко в другую сторону и поговорить не про Украину, а поговорить про последствия для обычных россиян, и в частности про тех россиян, которые уезжают. По статистике, за последние 3 недели, как началась война, уехало из России порядка 100 тысяч, может быть больше уже, 200 тысяч россиян. Только в одну Грузию на третий день войны границу между Россией и Грузией пересекло 30 тысяч человек. Это гигантские цифры. Мы поговорили с 3 людьми, которые уезжают из России, спросили всего 2 вопроса. Почему они уехали? И планируют ли они вернуться, если да, то когда? Мне кажется, это было интересно, надеюсь, это будет интересно вам. Приятного просмотра. У меня было очень был странный период, когда меня бросало из стороны в сторону. Первый день я просыпаюсь утром и узнаю, что началась война. У меня начинается истерика, я просто хожу по комнате, рыдаю, вою, пишу в чат друзьям, что я беру билеты, я не могу. Ко мне приезжает подруга, мы с ней сидим судорожно, смотрим билеты, и в какой-то момент меня начинает отпускать, потому что мне становится страшно уезжать. То есть мне страшно здесь оставаться, но вот прям так сразу в один момент решить куда-то уехать, мне стало страшно. Я смотрю на эти билеты и понимаю, что у меня там есть финансовые ограничения, и мне нужно попрощаться с родителями, я не только приехали, я не видела их 5 лет, мне нужно. И я начинаю нервничать, что я не готова. Вот я не готова завтра уехать. Я останавливаю этот процесс, я не покупаю билеты. Проходит пару дней, и я понимаю, что началась война, и это типа, потому что вначале казалось, что, сейчас успокоится. То есть, может быть, это не будет все так плохо, может, они реально там по базам постреляют, припугнут всем, покажут, что у них яйца есть, успокоятся, и не будет прям вот какого-то лютого пиздеца. И проходит пару дней, я понимаю, что нет, нифига, вот худшее, все, о чем мы могли только вот в страшных снах увидеть, оно происходит. И нет никакой логики у происходящего. То есть нельзя никак предсказать никакой шаг, потому что, ну, нет логики у этого вообще никакой. И я такая, нет, все, надо уезжать. И мы взяли билеты на воскресенье. И все, я сидела, ждала, что вот неделю я в Москве, мне нужно закончить свои дела, мне нужно там провести время с родителями, и я уезжаю. В среду я узнала, что на пятницу поставили, на 4 марта поставили собрание Совета Федерации. И я такая, блядь, нет. И я покупаю другой билет за x10 денег и улетаю на следующий день. Ну, не на следующий, самолет был на следующий день, его переносили примерно сутки. В итоге я улетела 4 марта, в день собрания. Вот это было последней каплей, когда я увидела, что будет собрание, поняла, что они сейчас, что бы они там ни решили, вот неважно, что они будут обсуждать, неважно, что будет происходить, это стало последней каплей, потому что я знала, что если они собрались, значит, они сейчас решат что-то, что мне явно очень сильно не понравится. Неважно, что это будет военное положение, закрытие границ, убить все СМИ к чертям, я не знаю, все что угодно, что бы они там ни решили, я не смогу в этой стране находиться и не и как-то, хотя бы существовать нормально. Я просто не смогу. Слушай, а у тебя родители, семья, так понимаю, остались в России, да? Да. Как они отнеслись к твоему отъезду? Мои родители приехали в Россию 3 недели назад. Я не видела их очень давно, очень много лет. И они все эти годы мечтали приехать в Россию. То есть Россия — это наш дом. Мы в семье считаем себя как бы принадлежащими к этой стране. И где бы мы ни жили, мы как бы считали, что Россия — это наша. И они очень давно мечтали переехать в Россию, потому что они жили в чужой стране, и я была здесь, но из-за короны они не могли. И вот они наконец-то приехали в Россию и думали, что здесь начнут жить нормально. Пожили нормально 2 недели, и все.
Они очень сильно расстроились, когда узнали, что я уезжаю, потому что мы с ними, по сути, виделись сколько, ну, вот 2 недели мы побыли в одном городе, и я снова уехала. Они, по сути, не успели даже провести со мной время как-то. Но, мне кажется, они поняли. Ну, то есть сначала мама такая, типа, зачем ты поедешь, куда ты поедешь, ничего же не происходит, все в порядке. Вот. Ну, тут надо понимать, что мои родители смотрели Первый канал последние лет 30, Мгм. у них не было доступа к интернету, и прямо сейчас у них тоже нет доступа к информации, потому что они только приехали, вот им сим-карту буквально 2 недели назад купили, у них нет вообще ничего. Но сначала она такая, ничего не происходит, никакой войны нет, все в порядке, куда ты собралась? В какой-то момент у меня был нервный срыв, я позвонила им, расплакалась, начала кричать просто буквально, ну не на них, а просто на ситуацию. У меня была истерика, я пыталась им объяснить, что мне разрушили судьбу, мне Мгм. уничтожили будущее, всему моему поколению, всем моим друзьям. Меня одних друзей уволили, другие друзья бежали из страны. Ну, то есть мне просто убили все, и это даже не самое ужасное. Есть еще куча родственников, которые умирают. Ну, это как бы нам тут как немножко грустно от того, что у нас больше нет будущего, а там есть люди, которые умирают. У меня есть подруга, у которой родители не выходят на связь уже больше там хрен знает сколько дней, и они в Мариуполе. Последний раз, когда они связывались, они были в Мариуполе. И я вот, короче, позвонила маме, объясняла ей это все в слезах буквально, объясняла ей, что такое центральный банк, что такое заморозить активы. И мама меня послушала, и в какой-то момент она такая, да, не очень хорошо. Ну, то есть она не согласилась с политической ситуацией, то есть она не поменяла свой взгляд, но она поняла, почему я уезжаю. Мы с тобой очень хрупкие, конечные. Вот. Нам жизнь дана, вот. И очень страшно от того, что если ты останешься в России, у тебя отнимут некоторые свободы, которые у тебя были, к которым ты привык. И одна из самых больших свобод, с которым очень хочется расставаться, это свобода видеть мир. Вот. И я наблюдал, как закрывается воздушное пространство, даже вот в Сочи, где я жил тогда. Я наблюдал, как отменяются многие рейсы. Я чувствовал, что вероятность того, что появится какой-то такой железный занавес, может быть, даже с пробоинами, с дырками, но все равно это было очень страшно. Но есть еще и долгосрочная причина. Российская экономика, ну, она в очень плохой ситуации. Ей нанесен такой большой ущерб, от которого она будет восстанавливаться черт знает сколько. И опять же, да, мы должны развиваться, мы должны как-то жить своей жизнью, мы должны желать для себя самого лучшего. Это наше право. И вот такой этап с Грузией– это большая подготовка к тому, чтобы попробовать развиваться где-то еще. Это в том числе подготовка к тому, чтобы жить, возможно, в другой еще стране. Может быть, Грузия это станет таким перевалочным пунктом. Круто. А ты почувствовал, кстати, когда ты уезжаешь из России, и ты такой садишься уже где-то на самолете в другой стране, вот это ощущение, как будто у тебя груз с плеч прям спадает, и ты чувствуешь какую-то большую свободу. Ты даже и ты в какой-то момент понимаешь, что все это время, пока ты жил в России, ты носил на себе этот груз, и ты даже не осознавал. Но только уехав, ты почувствовал, как он спадает с себя. У тебя был такой момент? Ты знаешь, наверное, его было, но не очень много, потому что вот я вот за последние несколько лет очень сильно вырастил внутреннюю свободу, какой-то свой внутренний стержень, который мне позволяет хорошо себя чувствовать даже в России, которая вот такая, да, немножко действительно зажатая, какая-то такая вот. Поэтому больше нету, скорее груз спал вот именно за всей этой ситуацией такой. То есть это скорее груз, связанный с этой ситуацией, нежели чем с Россией, которая вот такая вот зажатая, какая-то закрытая, да, в которой нужно как-то подстраиваться, притворяться кем-то. Вот. Но что я точно почувствовал, когда я прилетел в Ереван, чтобы приехать в Грузию, это какая-то очень открытость и какая-то такая легкость людей, которые меня встретили. Вот. То есть я когда пересекал границу, да, в аэропорту,
Меня встретили пограничники, да, армянские, вот, с такой распростертой улыбкой меня встретили, да, они очень вежливо говорили, и в конце мне сказали: одень куртку, у нас очень холодно. Вот, я почувствовал какое-то такое очень теплое чувство, потому что я помню пограничников российских, вот, и это совсем другое вообще впечатление. Очень сложно решиться, на самом деле, куда-то ехать. Не потому, что там страшно. Я 2 недели назад говорил своим ребятам: ой, клево, ребята, все, поехали, сейчас самое классное время, нужно уезжать, это будет легко, это будет клево, это будет классно. Вот. Но когда ты начинаешь сталкиваться с тем, как купить билет, как найти жилье за границей, посмотреть, сколько будет стоить это все, сколько будет стоить продукты, сколько будет, есть ли там какие-то вещи, которые тебе необходимы, ты понимаешь, что это все, ну, совершенно по-другому. И твои какие-то вот такие вот мифические мысли о позитивном переезде, они просто, разбиваются в прах. У меня была дикая истерика, на самом деле. Я когда, вот мы когда покупали билеты в Армению, у меня в этот день, типа, я не знал, что делать. То есть у меня прям вот реально вот так вот все тряслось, потому что я понимал, что мир все рухнул. Ну, то есть вот он рухнул еще раз, то есть дважды. Он рухнул 24 февраля, и он рухнул в тот день, когда, типа, мы поняли, что все, нужно уезжать. Сейчас уже, типа, все норм, потому что ты начинаешь там принимать это все, ты вступил в чатики там и так далее. Вот. Но вот у меня очень много друзей, которые не хотят уезжать. Вот. В принципе, я тоже сейчас не хочу уезжать, но, блин, если я сейчас не уеду, не факт, что я вообще когда-либо уеду, и что я не проведу это лето в тюрьме, как говорится. Вот. Первое, о чем, естественно, каждый боится, потому что кончатся деньги, и непонятно, где их достать. Вот. То есть, но сейчас я понимаю, что, находясь в России, я оказываюсь в той же самой ситуации, и как бы это... банально, вот, например, чтобы вести нормальную работу, мне нужен Google Диск, да, Google Диск, оплата закончится через 2 недели. И месяц будет, если его не оплатить, то как бы я потеряю доступ ко всем как бы файлам, не смогу вести деятельность. Переходить на Яндекс.Диск я не хочу. Это как бы, это ужасно. Сам по себе платформа дурацкая. И как бы и там все файлы не в безопасности находятся, очевидно. Вот, если как бы, его спонсируют люди. Страшно, непонятно, что будет в России. То есть, куда дальше пойдет? Куда дальше, что будет дальше? Скорее всего, у меня есть такие мысли, и не только у меня, сейчас будут бомбить по людям, которые против войны. Вот. И будут это делать очень жестко, будут в них пытаться найти врагов, да, вот уже Путин сказал, что там вы национал-предатели там, и так далее. Я просто гуляла по городу, и это было странно, потому что в целом как будто за последние недели я ни разу не была в таком состоянии, что, знаешь, просто погулять по городу, ничего себе развлечения. То есть не плакать, не читать новости, не нервно скроллить рейсы, а просто гулять. И вот я иду, в общем, по городу и вижу, как маленькая девочка держит маму за руку, у нее был шарик в руках, она этот шарик случайно отпустила, он полетел, и полицейский его догнал, и бежал, короче, обратно с шариком к этой девочке, чтобы его вернуть. И я просто чуть не расплакалась. То есть, блядь. Я в России раньше боялась очень полицию, особенно боялась ОМОНа. Я помню, как меня догоняли с дубинками. Я ходила на митинги, и я понимаю, что они могут сделать. Я видела, при мне пиздили людей. И это я еще там, типа, у меня не было допросов, меня там не задерживали и так далее. Я не представляю, что пережили другие люди, которые немножко более смелые, чем я. Но я это все видела, и я и так боялась полиции. Но когда началась война, я поняла, что у них вообще развязаны руки. Типа, раньше мне казалось, окей, они там будут задерживать, но бить не будут. Потом я такая, окей, они бить будут, но прям, типа, ломать тебе ребра, избивать на допросе не будут. Потом я такая, нет, убивать-то тебя не будут, или там уголовное дело на тебя на 10 лет заводить не будут. И когда началась война, я такая, блядь, они людей убивают, им вообще ничего не страшно. Типа, если им не страшно убивать людей в Украине, с хера ли я взяла, что им не страшно расстрелять толпу на площади.
понятное дело, что до этого не дойдет, потому что все боятся, потому что все понимают, что они это могут сделать. И вот все боятся, никто не выходит. Я просто поражаюсь людям, которые это делают. Это безумно смелые, просто великие люди. Я не смогла, я не могу. Но разница, которую я почувствовала, это да, что ты идешь по улице, и ты видишь полицейского, у тебя нет мысли, что в целом он может тебя вообще что угодно с тобой сделать. Было ощущение, что, ну, когда я была в Москве, что я как будто в центре всего, что происходит, и что я как будто бы пока нахожусь там, как-то в этом участвую. Не в том виде, в котором я хотела бы в этом участвовать. Не знаю, просто было неприятно там находиться, и это никак не связано с тем, что я как-то плохо отношусь к России или к русским. Это в целом мой дом, Россия мой дом. Но мне было тяжело просто от мысли, что я сейчас нахожусь здесь. И еще было очень страшно, но это уже второстепенная вещь, но было страшно, что если начнет происходить что-то плохое, в общем-то, то, что начало происходить, все там санкции и прочие штуки, они очень сильно повлияют на мое будущее, и фактически, ну, у меня было чувство, что пока я здесь, у меня нет будущего. Его не может быть вообще в этой стране в ближайшее время, как бы сильно я ее не любила, как бы там я до этого не планировала там надолго уезжать, я планировала жить в России, вот. Но оставаясь там, я как будто бы, знаешь, ты в бункере, и все, у тебя не может быть будущего, ты в бункере, ты ничего не сможешь сделать. Все твои там планы, вообще все, что наше поколение пыталось сделать, оно все в жопе. И мы все благополучно закрываемся в консервной банке, и мы будем здесь гнить, и нас будут пиздить дубинками, и мы ничего не сможем с этим сделать. Вот такое было чувство, и мне хотелось успеть убежать до того, как банк захлопнется. Если бы, когда упадет путинский режим, а он когда-то же упадет, ты планируешь возвращаться и строить Россию? Прекрасную Россию будущего. Слушай, вот это вот очень хороший вопрос, потому что я на него пока не могу ответить. Понимаешь, у меня внутри два противоречия очень жестких. С одной стороны, я хочу жить с приятными, классными людьми. Чтобы меня окружали приятные, классные люди, которые умные, с которыми есть о чем поговорить, да, которые понимают, что происходит, вот, и которые не выстраивают своих детей в букву Z. Вот. Я не уверен, вот я просто смотрю, ну, у меня куча знакомых, куча друзей, да, вот, и ты знаешь, очень много моих знакомых, не знаю, как сказать мягче, ну, ёбнулись, короче, вот, за все это время, вот, кто-то из них состоит в 40-40 паблике, вот, после коронавируса очень много людей, как бы, я смотрю, они сейчас просто с радостью, просто с огромной радостью воспринимают, что отменили маски в Москве там, и так далее. Вот. Просто ликуют. И если эти люди, если я увижу, что этих людей все еще большинство, мне просто кажется, что протест в России будет абсолютно такой, как нам кажется. Он будет вот такой ёбнутый какой-то, да, то есть вот внезапно будут люди, которые абсолютно, не знаю, там, ну, не те, кого мы ждали, вот, не те вот интеллигенты, которые там, которых сейчас вяжут в автозаках. А какие-то люди, ну, я не знаю, ну, то есть там, ну, очень неожиданные, вот, которые молчали, и потом бац, такие вот вышли, не знаю, там, мужское государство, например, возьмет и захочет стать, типа, Ну да, когда у государством ватников России. закончатся деньги, им нечего будет есть, и они очень быстро выйдут на улицу. Ну, просто я вижу уже таких людей, которые вот, и меня это пугает, знаешь, которые составляют списки тех, кто хочет уехать за рубеж. Вот, реально, я вчера видел такой список. Вот. Типа, вот, смотрите, эти предатели валят из нашей страны, вот, в такой тяжелый момент. Да, я видел, и так это, далее. это пиздец. Вот. И как-то вот мне не очень хочется жить среди таких людей агрессивных. Вот. Когда я вижу, что
классных, клевых, адекватных людей, которые окружают меня большинство, естественно, я, ну, захочу вернуться. Вот, естественно, я захочу, как бы, ну, помочь и как-то, ну, вот восстановить это все из руин. У меня сейчас огромное желание помочь украинцам, не знаю, дома строить. Вот реально, вот это какая-то странная вот такая херня, но я понимаю, что, типа, если была бы возможность сейчас просто бац, уехать в Украину и строить, отстраивать те дома, которые разрушили русские военные, я бы это сделал. Вот. И я думаю, что такое желание возникнет, когда у нас в России что-то будет прям очень плохо, и режим сменится. Просто я не думаю, что будет вот все хорошо. Значит, Путин умрет, и все будет классно. Я не верю в это. Ну, то есть, давай так, если бы прямо сейчас по какой-то причине, я не знаю, случится раскол элит и в России сменится власть, я первым же рейсом приеду в Россию и буду помогать строить прекрасную Россию будущего. Этого не произойдет, и это значит, что я, скорее всего, в ближайшие несколько лет буду не в России. Я бы точно хотела вернуться, потому что это мой дом. Но я не знаю, когда я смогу. Наверное, я вернусь тогда, когда у меня будет ощущение, что я могу. Ну, что меня пускает туда мое тело вообще в целом. Вот как Сережа сказал, что она не сжимается, как только я туда прилетаю. Вот если я буду думать, что я прилечу, и я не сожмусь в маленький комочек и не исчезну, то, наверное, я вернусь. Но в целом у меня просто ощущение, что меня из дома выгнали, и меня спрашивают: ты хочешь вернуться домой? Да, конечно, я хочу вернуться домой, просто меня там бьют. Когда меня перестанут дома бить, я туда вернусь. Слушай, мне очень бы хотелось вернуться в Россию. Вот. Если говорить когда, наверное, это нужно будет сделать по разным причинам. У меня все-таки там семья находится, у меня там важные люди для меня, и, возможно, там придется туда ездить, может быть, по делам каким-то, да. Но мне очень хотелось бы вернуться в Россию, где бы я не чувствовал вот это вот чувство тревожности, чувство того, что ограничивается то, как бы я хотел видеть свою жизнь. Вот. Вот если в России наступит время, где я буду чувствовать себя комфортно, и, ну да, и свободно, я бы с удовольствием вернулся в Россию. В день, когда я выкладываю это видео, я посмотрел интервью с Чичваркиным на канале «Популярная политика». И мне очень понравилась фраза Чичваркина, когда он говорит: слушайте, ребят, я даю вам тот же самый совет, который я давал все последние там 10, 8, сколько, 12 лет, когда он живет в Лондоне, это уезжайте прямо сейчас. Уезжайте прямо сейчас, потому что Путин вместе с Россией совершает коллективное самоубийство. Россия идет ко дну экономически, социально, морально, всячески. Путин сам идет ко дну, как фашист, как новый Гитлер, как его называют западные СМИ. И по большому счету ловить в России абсолютно нечего в ближайшие годы будет совсем. Страна, в принципе, уже на грани дефолта и может развалиться как вообще как государство. И никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, куда этот конфликт пойдет дальше. И я хочу присоединиться к совету Чичваркина и просто тем россиянам, которые еще думают, уехать или не уехать. Я не говорю про тех россиян, которых нет возможности уехать, я это понимаю, у меня самого семья остается в России, но те, кто раздумывают, уехать или не уехать, те, которые молодые, те, у кого есть возможность, совет очень простой: уезжайте.